Здравствуйте, друзья! Давайте сегодня поговорим с вами о керамзите. Но в первых словах хочу выразить благодарность моим спонсорам. Спасибо вам за поддержку моего канала. А теперь о керамзите. Вы знаете, что я все свои орхидеи сажаю в керамзит. Может быть, с добавлением пеностекла, может, с добавлением древесного угля. Но последние посадки, которые я вам показываю, все идут только в чистом керамзите. И вы очень часто меня спрашиваете: покажите свой керамзит, где вы его покупаете, сколько он стоит. И самый главный вопрос: почему же вы сажаете только в керамзит? Я занимаюсь орхидеями более 17 лет. Ну, не занимаюсь, мне первую орхидею подарили, я очень часто об этом рассказываю. И за эти 17 лет, представляете, сколько я перепробовала посадок. Да и 17 лет назад, вспомните, начали только продавать орхидеи. И никаких грунтов, и никаких даже сведений, которые можно было почерпнуть в интернете, ну, их практически не было. Или было очень мало. Знаете, у меня даже осталось первое впечатление, когда я прочитала какую-то статью, и была, наверное, ну не то, что там в каком-то там шоке, а мне стало интересно. Написано: орхидеи в домашних условиях живут не более 8 лет. Вот эти слова мне запали прямо в голову. Тогда думаю, да жалко-то как. Но есть растения, которые, например, хои, которые 20 лет живут в домашних условиях, прекрасно размножаются, прекрасно цветут. А орхидеи такие красивые цветы, и всего 8 лет. Но прошло уже 17 лет, и вот на фоне стоит моя 16-летняя орхидея, которая у меня появилась первая в моей коллекции, которую мне подарили. Но давайте перейдем все-таки к керамзиту. За эти 17 лет я перепробовала огромное количество грунтов, но их сначала не было. Она у меня росла, ну почему я эту орхидейку поставила, чтобы было понятно, что 17 лет, за 17 лет как я ее только не пересаживала и что я только с ней не делала. И удобрений-то не было, и грунтов для орхидей не было никаких, и сведений, самое главное, было очень мало. Была разнообразная кора, я кору варила, я кору собирала, пыталась где-то в горах Кавказа, где есть деревья у нас такие, у нас, к сожалению, в области очень мало, сосны очень мало, ну вообще нет коры, короче говоря, сосновой, у нас степи, поэтому собрать возможность была только когда едешь, например, в Архыз, Домбай. Вот оттуда я привозила эти мешки с корой, вываривала, сколько этих было смол, сколько было, в общем, целое производство, с этим очень-очень было сложно. Потом появились грунты. Один купила грунт, это было ну, что-то невероятное. Я открыла пакет, а там весь грунт, он был в плесени. Я оттуда выбирала вот такие маленькие кусочки коры, потом их опять же варила. Ну, в общем, сколько я этим занималась, это был просто кошмар. А керамзит я всегда использовала для, не то что для выращивания, а как дренаж. У меня всегда растут хои. Ой, чего у меня только не было, каких растений я только не выращивала. 10 лет назад побывала в Египте, и мне так понравилась бугенвиллия, и она у нас появилась, и я вырастила огромный куст, он у меня был трехцветный, то есть я в одном горшке посадила 3 растения, и они были разных цветов. Конечно, когда он разрастается до безумного размера, я их все раздарила. Ну, в общем, потихонечку орхидеи все время прибавлялись, и они вытесняли все другие растения. Так вот, в других растениях я всегда использовала керамзит как дренаж. И 10-15 лет назад действительно не было цветочного дренажа, или он продавался, но в очень маленьких количествах. Но покупался и цветочный дренаж, а он всегда был дороже, чем простой строительный. И покупался какой-то строительный дренаж. Использовать просто как дренаж, ну, водичка стекла туда через этот дренаж, корешки там, пересаживать же простые растения было просто. Но тогда еще, 17 лет назад, как грунт, как дренаж для орхидей я не использовала. Я все время добивалась, чтобы у меня орхидеи росли в коре. Но где-то лет через, может быть, 7-8 появились новые сведения, появилась
какие-то разнообразные посадки, но тогда не было Ютуба, поэтому я все это читала. Вот начала с того, что, ну не такие раньше были, опять же, горшки, использовать крупный керамзит как дренаж, и тогда он был строительный. И я не обращала сильного внимания, как этот строительный керамзит, что там происходит с орхидеями. Но, доходя до керамзита строительного, орхидеи вдруг закукливали корни, не росли. Но тогда у меня не было таких ассоциаций: строительный керамзит или цветочный керамзит. Поэтому, ну, как бы посмотрела и все. А вот по прошествии уже другого большого количества времени я стала обращать внимание на керамзит. И первое внимание, когда я обратила на керамзит, когда дома нужно было делать стяжку полов. И мне привезли строительного керамзита мешков 10. И я увидела разницу между строительным керамзитом и керамзитом цветочным. И когда тот человек, который мне делал, начал мне объяснять, что такое строительный керамзит, я поняла, что строительный керамзит для посадок я покупать никогда не буду. Не буду сейчас вам объяснять то, что он мне объяснял, он со своей, со строительной точки зрения объяснял. Я, естественно, пошла в свой любимый компьютер, тогда еще не было таких телефонов, в которых можно было все найти, и начала изучать, что же такое вообще керамзит. Что же это за субстанция, которой мы пользуемся? И нашла, конечно, интересную информацию. И после этой информации я перестала использовать строительный керамзит во всех своих цветах. Я стала покупать только тот керамзит, который написано или используется как дренаж для цветочных растений. Что же я узнала в интернете? Во-первых, керамзит, ну, понятно, что он делается из глины. И глина, как оказывается, ну это, опять же, ну это все понятно, ну, рассказываю такие, наверное, 100% понятные вещи. В Подмосковье не все находятся 270 заводов, которые построены во всем мире. И, конечно же, каждый завод, где бы он ни был построен, в каком бы регионе, он использует свою глину, которая где-то недалеко находится в открытых карьерах. А глины все разные. Ну, как и вода у нас вся разная, как где-то есть горы, а где-то песок. Это все разное по разным регионам мира. И могут в глине присутствовать те или иные микроэлементы. В общем, из того, из чего готовят керамзит, получается, что это разная глина в разных регионах. Но цветочный керамзит и строительный керамзит, я буду рассказывать простым языком, но технология обжига, она одинаковая, а технология, скажем так, присадки к этому керамзиту, она может быть разная. В одном случае для вспенивания, для того, чтобы, ну, знаете, что глина, она такая плотная, а керамзит у нас очень легкий, то есть вспененный. У него там есть такие воздушные, ну, как дырочки, вот смотрите, даже, вот сейчас я вам покажу, вот это структура керамзита, она должна быть пористой. И вот для этой пористости используются разные добавки, чтобы получить эту пористость. Так вот, для строительного керамзита используют отработанные масла, что в принципе не очень хорошо для наших растений. А для дренажа, для цветочных растений, используют древесные не опилки, а древесную пыль от опилок. И при высоких температурах, когда отжигается этот самый керамзит, древесные опилки, они сгорают. А масла, сгорая, выделяют, ну, скажем так, токсичные вещества. Они тоже сгорают, но в керамзит что-то попадает. Поэтому, когда вы мне пишете, что я купила строительный керамзит, и у меня орхидеи не растут, значит, в них остались какие-то добавки. Вот эти агрессивные добавки, которые используются при производстве керамзита, значит, они были не до конца обожжены.
Может, была нарушена технология. Но знаете, что в строительстве это нам не повредит, а в цветах это может повредить. И используя строительный керамзит, ну, опять же, неизвестно, какая у вас была глина. В одном регионе она хорошая, а в другом регионе не очень. Правильно ли использовалась, правильно ли была соблюдена технология этого обжига керамзита? Потому что его обжигают при очень высокой температуре, при 1200 градусов. Сделано ли это по ГОСТу, сделано ли сейчас это по ТУ, мы с вами никогда не узнаем. Но все знаете, что мы же всегда хотим сэкономить, поэтому, ну, казалось бы, керамзит-то, ну что, он одинаковый. Оказывается, нет. А цветочный керамзит, он всегда дороже. Поэтому, когда я перешла на посадку, ну, это было где-то более 3 лет назад, на посадку своих цветов в керамзит, сначала мне захотелось попробовать, что же это такое. Да, я где-то услышала, где-то опять же почитала. Мне захотелось попробовать, и я посадила первый свой цветок, я вам недавно его показывала, у меня там есть дендробиум, еще есть несколько старых фаленопсисов, которые сидят вот в таком керамзите. Ну, я не говорю про фирму, здесь я просто сам керамзит. Вот он очень похож на строительный, но все-таки это цветочный дренаж. И они у меня до сих пор там растут. Все это прекрасно. С цветочными дренажами я никогда не варю керамзит, такой именно цветочный, на котором написано точно, что это дренаж для цветов. Я его просто промываю в хорошо горячей воде, чтобы освободить вот от этой керамзитной пыли, которая присутствует все равно при расфасовке. Даже если я, наверное, вот этот свой любимый керамзит переверну, ну вот этот более или менее чистый. А иногда бывает, знаете, вот здесь вот на обратной стороне такая мелкая керамзитная пыль. И я сажала в такой керамзит, и цветы принимают прекрасно эту посадку. Но у нас появился, для меня это эстетически более красивый керамзит. Вот такой. Во-первых, он мелкий, что мне тоже очень нравится. Вот помощник пришел, как же о керамзите говорим. Надо же все посмотреть. Но его не керамзит интересует, его интересует пакетик погрызть. Так, Юль, давай ты не будешь мешать, давай ты рядышком сядешь. И не надо тут облизываться. Я знаю, что ты хочешь пакетик укусить. И вот такой керамзит мне более эстетически нравится. Ну, во-первых, он миленький, красивенький, кругленький. Да, ты моя золотая. Ты мой золотой кот. А вы говорите, не приходит. Он приходит так, нельзя этого делать, тогда, когда ему нравится. И вот в этом керамзите у меня цветы растут просто отлично. Я вам много раз показываю, много раз рассказываю, что именно такой марки я выписываю керамзит. Не выписываю, я покупаю. Он у нас продается в Ашане. Стоит он, такой пакетик 2-литровый, 52 рубля. Да, он получается, если обращать внимание на строительный керамзит, он, конечно, получается дороже. Но я рада, что у нас появился в Ашанах такой керамзит, и я его всегда использую. Знаю, что на их сайте, у них, по-моему, есть сайт, и у них, по-моему, есть интернет-магазин, и многие уже выписывали. Но можно это найти, по-моему, по названию. Можно найти и у них выписать. По-моему, цена та же самая. Еще такой же красивый керамзит, но просто более крупная фракция, он тоже правильно обожженный. Есть вот такой. Это если у вас крупные цветы, крупные орхидеи, в больших горшках вы их сажаете, это можно использовать вниз горшка. Ну, по крайней мере, там какой-то там вот такой дренажный слой, более такой крупного керамзита можно тоже использовать. Вот я нашла еще и вот такой керамзит. Но крупного керамзита продают много, именно цветочного керамзита. Поэтому у нас в Леруа, да в любом, в принципе, магазине, где есть цветочный отдел, керамзит именно дренажный такой, он есть. Поэтому купить его несложно. Но если нет, можно выписать в интернете. Но опять же, если вам нравится посадка в керамзит. Кстати,
Ceramys, Циафлора – это та же глина, просто она по-другому обожжена. Она обожжена при меньшей температуре, у нее не образуется вот этого стеклянного покрытия, и она впитывает в себя влагу. И в нее, в циафлору и в Ceramys, в нее еще добавляют удобрение. Это удобрение в циафлоре или в Ceramys, оно действует месяца 4. Потом, естественно, при поливе оно впитывает, выдает это все в воду, растения наши удобряются. В общем, там такая технология, туда просто она не до конца обожженная. Ну, практически тот же керамзит, тот же, но более влагоемкий, скажем так. Посоветовать покупать строительный керамзит я не могу по одной простой причине, что я никогда, даже и вы, и я, не узнаем, какая глина использована и правильно ли соблюдены технологии именно обжига. Поэтому, если у вас нет возможности купить цветочный керамзит, значит, нужно этот керамзит строительный вываривать. Причем там проварили час-два, слили воду и еще раз проварили. Тогда он будет пригоден для наших растений. И потом я знаю, что очень многие просто боятся сажать в керамзит. А, тут еще и камешки есть, с которыми нужно поиграться. Очень многие боятся сажать в керамзит, думая, что в керамзите, вернее, не думая, что в керамзите, а думая, что в коре есть питательные вещества для наших орхидей. Но если вам рассказывать про кору, то там технология обработки коры, например, орхиаты. Вы же понимаете, что ее не просто собрали, порезали и нам отдали. Там просто обработка коры может быть в автоклавах. Там паром, горячей водой. Это тоже все обрабатывается, потому что знаете, что принесли кору из леса, там обязательно в коре живут жучки, паучки, каждой твари по паре. Не просто же так дятлы долбят эту кору. Они ищут личинки и все то, чем они могут питаться. Поэтому, не выварив эту кору, вы неизвестно, что занесете, каких зверей вы принесете домой и занесете в свои орхидеи. Поэтому обязательно проводится температурная термическая обработка коры. А вы сами понимаете, что при термической обработке какие там остаются витамины, микроэлементы, что там может остаться? Да практически ничего. Это то же самое, ну не буду говорить стекло, но это та же самая безжизненная кора. Просто в природе орхидеи прикрепляются к коре. Но не только к коре. Даже есть фотографии, когда орхидея держится на рекламном щите, а там точно стекло. То есть орхидея, эпифит, я много раз об этом рассказывала, она просто прикрепляется. Она никогда из того места, к которому она прикрепилась, она не высасывает никаких ни микроэлементов, ни удобрений, ничего. Просто кому-то удобно содержать и свято верить, что в коре есть удобрения и микроэлементы, а кто-то просто понимает, что в керамзите это то же самое, тот же самый просто удерживающий корни материал. А все то, что мы привносим в нашу орхидею, удобрения, микроэлементы и эпифит, он еще вот этими своими воздушными корнями, вот они, посмотрите какие, он из воздуха, именно из воздуха, в котором находится большое количество и микроэлементов, но во влажном воздухе. То есть именно они же корнями берут влагу из воздуха. И вот в этой влаге я рассказываю абсолютно, чтобы это было понятно, не с точки зрения научной, поймите меня правильно. Они впитывают все эти микроэлементы именно из влажного воздуха. Но мы знаем, что в наших квартирах, скорее всего, очень сухо, но все-таки какая-то влажность есть, все-таки что-то они получают. Поэтому мы свою
орхидеи обязательно удобряем, но без этого никак. Они могут получить, они же не в природе, они же у нас, и они могут получить свои микроэлементы, витамины и то, что им нужно, бор, марганец, только из каких-то добавок, которые мы их поливаем. И еще я вам хочу показать, ну, наверное, это все понятно, с керамзитом. Кому нравится, пожалуйста, сажайте. Я никого не призываю бросить сейчас все прямо орхидеи вытащить из коры и начать сажать в керамзит. Нет, у кого-то получается, а у кого-то не получается. Ведь самое главное в наших орхидеях – это полив. Я всегда об этом и очень часто говорю. И хочу вам показать две своих орхидеи. И еще ответить на один вопрос. Вот этой орхидеи у меня 16 лет. А вот этой орхидеи 5 лет. Посмотрите, какая разница. У этой огромное количество листов лопухов, а это очень скромненькая. И у меня задают вопрос, а вы что, нам действительно показали 16-летнюю, 17-летнюю орхидею? Она же должна быть вот такого размера, как пальма. Орхидеи, некоторые хотят расти как пальма. Некоторые, выпуская новый листик, обязательно сбрасывают старый. Поэтому даже 16-летняя орхидея может выглядеть как подросток. Они все время себя омолаживают. Тем более, что лет 5 назад я ее начала омолаживать, и мы с вами эту орхидею буквально год назад посадили с абсолютно молодыми корнями. Я отрезала ей весь ствол, вот там вот такой был ствол огромный, вот этот стволик, на котором росли. Отрезала все корни, которые у нее сгнили. Ну, тогда я не вела еще свой канал, но посадку мы делали уже с вами вместе в прошлом году, как раз таки где-то осенью. Вот она год живет в этом горшочке, и опять же она новый листик выпускает, старый отсушивает. Вот он, новый цветоносик, который мы с вами обязательно увидим цветение в этом году. Хотя после пересадки она тоже у нас цвела, и я вам ее показывала. А вот этой орхидее всего 5 лет. Вот она такая. Вот ей тоже нравится растить большие листья. Она успевает за свой сезон, за сезон своего роста именно, выпустить 2 огромных листа. Ну вот такие у нее размеры. Ну что я вам хочу показать? Я, конечно, вам хочу показать корни. И из горшка, конечно, они уже за 2 года, по-моему, 2 года она у меня как посажена в керамзит. И здесь есть еще вкрапление пеностекла. Она и уже и в горшок выпустила корни. А, даже у меня здесь еще и уголек есть. И вот, внизу молодые корни, здесь есть растущие корни. Ой. И воздушных корней у нее море. Все ей нравится. И в этом году цветет она очень регулярно. Она один цветонос засушивает, другой цветонос выпускает. Но в этом году она совершенно решила сделать все по-своему. Она этот цветонос решила продолжить. И здесь у нее 3 бутончика. Но она в то же самое время выпустила еще один цветонос. Это Монтрю, а 16-летняя это Шанхай. Так что хорошо орхидеи растут и в керамзите. Просто задумайтесь о том, стоит ли покупать строительный керамзит или не стоит. И в некоторых регионах даже стоит, потому что вполне возможно, что выдержали правильную технологию, хорошая глина. Ну просто на всякий случай, все-таки строительный керамзит проварите. Обезопасьте себя от независящих от вас нарушений технологий. И если вы хотите попробовать посадить орхидеи в керамзит, никогда не спешите. Возьмите одну здоровую орхидею с раскупленными корнями, посадите, понаблюдайте, подходит ли орхидеи посадка, вашим условиям посадка. Подождите 3-4 месяца, полгода. Ну, кто боится, конечно. Я знаю, что многие мне уже написали, что посадили по моему методу, и все отлично, и орхидеи растут, и пускают корни, и прекрасно уже зацветают. Но если вы чего-то боитесь, сначала всегда сделайте пробную посадку. И посмотрите, подходит вам это или нет. Ну, а если вы сажаете в кору,
и вы с этим отлично справляетесь, то зачем вам другая головная боль? Сажайте в кору, тоже все получается замечательно. Ну что, друзья, до новых встреч!